Казнь огнем стара как мир и существовала испокон веков. Упоминание о кострах встречается в письменных и устных сводах законов и обычаев самых древних цивилизаций. Знаменитый кодекс Хаммурапи, названный по имени Вавилонского царя, предусматривает сжигание наряду с утоплением и повешением. Книга законов Ману, религиозный и гражданский кодекс Индии, упоминает смерть на костре в числе 7 других способов казни, предавая огню за двоеженство и ересь. У инков сжигали всех членов семьи, Девы Солнца, нарушившие обет целомудрия. Многие историки полагают, что древность и популярность умерщвления огнем, равно как и водой, объясняется религиозным происхождением смертной казни. Огонь и вода вели к очищению, и смертная казнь часто совершали как обряд жертвоприношения. Идея очищения продержалась до XVIII века. Все это время обвиняемых в сексуальных преступлениях, колдовстве, ереси и любых преступлениях против веры сжигания. Для умерщвления огнем, как и для других способов казни, воображение судей породило множество самых изощренных процедур. Галлы сажали осужденных в большие ивовые корзины и поджигали. Подобный способ встречался в Японии XIX века, с той лишь разницей, что осужденного в ивовой корзине ставили на раскаленные угли. Вся прелесть такой казни заключалась в метаниях и криках бьющегося в клетке осужденного. Скифы, по словам Геродота, наказывали предсказателей и виновных в лжепророчествах, отправляя их на необычный костер. Это была телега, запряженная быками и заполненная вязанками хвороста. Когда огонь разгорался, быки приходили в неистовство и пускались галопом через весь город, наглядно демонстрируя населению, чем чревато неверное пророчество. В древности костры разводили по большей части из смолистого дерева. Греки складывали костер квадратом, обычно из тиса, сосны или ясеня. У римлян кострище повторяло форму алтаря, использовались ясень, сосна и другие деревья, присущие разным областям Италии. Исторически костер и вправду является всего лишь одной из форм внесудебной расправы, в данном случае при помощи огня. Известно множество историй, подтверждающих этот факт. Римляне устраивали и массовые сожжения почитателей Христа. Такие костры в средние века регулярно полыхали в Западной Европе, а также в России, где сжигали членов многочисленных сект, пышным цветом расцветавших на просторах империи. Костры, на которых во Франции казнили колдунов и еретиков вплоть до революции, а в других государствах Европы до начала XIX века раскладывали двумя основными способами. Первый состоял в следующем. Осужденного привязывали к столбу, возвышавшемуся над сложенным костром, и обкладывали по колено или по пояс вязанками колючего хвороста. Этот метод был излюбленным у испанской инквизиции. Сквозь пламя, вздымающегося в небо, он позволял видеть, как поджаривается осужденный. Многие немецкие, швейцарские, английские судьи тоже отдавали ему предпочтение, поскольку он сильнее всего способен был поразить воображение публики. Второй метод широко применялся в Англии, Италии и особенно во Франции. Он заключается в том, что осужденного обкладывали вязанками целиком. В труде неизвестного автора XVIII века описано это так. Когда преступника приговаривали к сожжению, в землю или в кучу дров втыкали большой столб, вокруг которого раскладывали костер из поленьев и соломы высотой в человеческий рост. Палач и его помощники оставляли у столба место для осужденного и проход к нему. Преступника раздевали догола и надевали на него рубашку, пропитанную серой. Его заводили в центр костра через узкий проход и крепко привязывали к столбу веревками и цепями. Потом свободные места заполняли хворостом и соломой, закрывая человека целиком. Поджигали одновременно со всех сторон, и пламя начинало медленно пожирать жертву. Жанна д'Арк погибла именно в таких кострах. О костре Жанны д'Арк стоит рассказать отдельно, поскольку малоизвестные обстоятельства этой казни не имеют аналогов в истории.
После того, как неправедные судьи по обвинению в колдовстве, отступничестве, ереси, идолопоклонничестве, лжи, прорицании и богохульстве приговорили Жанну д'Арк к сожжению, в мае 1431 году ее вывели на площадь Старого рынка в Руане. Симон Дае, официальный городской палач, специально для нее сложил костер особой формы, возвышающийся на гигантском эшафоте с гипсово-каменным основанием, заваленным большим количеством дров, чтобы все могли не только видеть пламя на большое расстояние, но и созерцать жертву снизу. По одним свидетельствам, Жанна уверенно поднялась на помост и, обратившись к народу, заклеймила англичан. По другим, она взошла на костер молчаливо и покорно. Казнь длилась долго. Один из историков пишет: когда сочли, что огонь, разгоревшийся со всех сторон, уже добрался до храброй девушки, и она, скорее всего, задохнулась, но тело ее еще не тронуто, некоторую часть загоревшихся поленьев убрали, чтобы развеять сомнения народа. И когда толпа вдоволь нагляделась на мертвую девушку, привязанную к столбу посреди костра, палач добавил огня. Англичане посчитали целесообразным столь жестокое отступление от процедуры, единственной в истории казни на костре. Жанна д'Арк обвинялась в колдовстве. В народе ходили слухи, что пламя над ней не властно, и англичане хотели доказать, что выйти невредимо из костра она не сможет. В древних писаниях также говорится, что осужденная была девственницей, что и подтвердили матроны, коим было поручено проверить этот факт, но вместе с тем суд установил, что она заключила сделку с дьяволом, чего не могла сделать непорочная дева. Правитель Бедфорд вознамерился показать народу, что половые органы Жанны д'Арк горят, а значит, сделка с дьяволом действительно имела место. Отсюда и необычная высота костра, чтобы каждый мог видеть ее снизу. Он хотел, пишет обыватель, чтобы сгорело платье и жертва осталась наголо, дабы развеять сомнения народа. Пусть на время от нее отведут огонь, чтобы каждый разглядел ее, все то сокрытое, что только возможно должно быть у женщины. А после этой бесстыдной демонстрации пусть палач посильнее разожжет огонь для этой подлой девки. Иногда от традиционных костров отказывались в пользу маленьких деревянных сараев, сооруженных специально для казни. Осужденного привязывали в центре постройки, заполняли ее соломой и поленьями, после чего поджигали с 4 сторон. Именно так король Хлотер I в 560 году казнил за предательство своего сына Храмна вместе с женой и 2 детьми. Казнь на костре предусматривала различные варианты. Человека могли осудить как на большой огонь, о котором уже было сказано, так и на маленький огонь, дабы продлить страдания осужденного. При Франциске I осужденного привязывали к концу длинной балки, закрепленной на верхушке столба. Раскачивая эту балку, человека то опускали в огонь, то поднимали обратно, чтобы растянуть казнь. В основном так предавали смерти военных. Таким же образом в Париже казнили кальвинистов. Шаламель в книге «Франция и французы» пишет, что в январе 1536 года 6 еретиков лютеран сожгли на малом огне. В городе на пути следования торжественной процессии возвели 6 временных алтарей. На каждой остановке одного еретика привязывали к рычагу, посредством которого его погружали в пламя, вытаскивая и снова опуская, чтобы продлить муки. На малом огне сожгли множество колдунов и отравительниц, в таком числе знаменитую Лавуазен. Казнь через сжигание заживо могла быть дополнена другими муками. Так случилось с чесальщиком шерсти из Мо по имени Жан Клерк. Он осквернил икону, за что его подвергли отсечению ладони, вырыванию ноздрей, выламыванию рук калеными щипцами, после чего на его голову надели 3 раскаленных железных обруча и бросили на угли. На костре сжигали и мертвых, повешенного, колесованного, безглавленного человека могли дополнительно приговорить к сожжению после казни. Так произошло с Бренвилью. В отдельных случаях, согласно уточнению, фигурировавшему внизу приговора, палачу
предписывалось незаметно убить осужденного, чтобы избавить того от долгих мучений. Эта особая милость держалась в тайне, ее не оглашали, зачитывая приговор. О ней не должен был знать никто, даже осужденный. Чтобы уничтожить тело физически, требовалось большое пламя. 6-8 тележек дров. Жанна д'Арк, например, сгорела не полностью. Ее сердце и внутренности выбросили в реку Сену, практически нетронутыми. На протяжении всей истории правители будут демонстрировать чрезмерное благочестие и сжигать врагов на костре, руководствуясь в основном своими финансовыми и политическими интересами. Положение дел не изменится, когда кровопролитную борьбу с ересью возьмет на себя инквизиция. Изначальная идея огня, стирающего с лица земли следы преступления и вместе с тем очищающего душу преступника, неизбежно должна была привести на костер тех, кто покушался на устои общества. В европейских странах политические режимы основывались на христианской вере. За 5 видов тяжких преступлений против веры виновных почти сразу отправляли на костер. Сексуальные преступления, скотоложничество, колдовство, отравление, тесно связанные с магией, и, наконец, самое серьезное из них – это ересь. В древних писаниях отмечается, что на костер всегда посылали тех, кого хотели наказать показательно. Как правило, речь шла о самых жестоких уголовных преступлениях. Так регулярно сжигали береговых разбойников, заманивавших корабли на рифы с целью грабежа, и матерей, совершивших не одно где-то убийство. Многочисленные уголовные дела доказывают, что костер считается одним из самых жестоких видов казни. В Англии до 1790 года за измену полагалось четвертование. Применение такой казни к женщинам шокировало, ее заменили костром, который, по словам лорда Локборо, производил на зрителей куда более сильное впечатление, чем простое повешение. Во Франции по той же причине казнь на костре просуществовала вплоть до революции. В Средневековье супружеская измена также каралась костром. Во многих европейских странах вплоть до первой половины XVIII века сжигали и виновных в инцесте. Под инцестом понималось отношение между родственниками, братом и сестрой, сыном и матерью, отцом и дочерью, а также между вдовцом и матерью его жены, между мужем матери и дочерью жены от первого брака. За содомию, преступление против природы человечества, на костер посылали уже при Людовике Святом, который в составленном им своде постановлений обычного права и законов приравнял это преступление к ереси. Законоположения Фридриха II за содомию также предусматривали костер. В некоторых итальянских государствах к сожжению приговаривали только после 3-го проступка. Во Франции даже XVIII века век просвещения не изменил отношение к этому противоестественному преступлению. Следует привести четкую грань между колдовством и магией, хотя оба преступления по всей Европе веками карались костром. Магия призвана подчинить высшие силы воле человека, тогда как колдовством вызывает злых духов и демонов, в основном для любовного приворота или заговора на смерть. Возникнув в Фессалии, колдовство распространилось в Греции и Риме. Приворотные зелья, темные чары и ворожба творились в тайных лабораториях, призванных математическими. Это были магистры оккультных наук, пророки и астрологи. С момента возникновения христианства колдуны склонились к демонизму, поклоняясь сатане. Мистический культ породил пресловутый договор с дьяволом и шабаш, на который он является в облике козла. На шабашах происходили оргии и вершились темные дела. Так было вплоть до Средневековья. Среди криминальных практик выделяли черную мессу, на которой младенцам перерезали горло, собирая их кровь в потир. Так называли чашу или кубок. Обычно черную мессу проводили ради любовного приворота на обнаженном теле заинтересованного лица. Монтеспан, фаворитка Людовика XIV, замешанная в деле о ядах, тоже практиковала черные мессы, чтобы завоевать, а потом сохранить любовь монарха.
Но главным был обряд заключения сделки с дьяволом. Колдун отдавал свою бессмертную душу взамен на временное обретение злой дьявольской силы. Колдуны готовили приворотные зелья, отравленные настойки, мази по загадочным формулам и рецептам, вызывали духов умерших, предавались свальному греху, когда адепты зла продавали инкубам и суккубам свои тела в обмен на способность наводить порчу, сглаз и колдовские чары. Сожжение за колдовство стало весьма эффективным способом сведения счетов. За 3,5 столетия на Западе сожгли несколько десятков тысяч ведьм и колдунов. Вплоть до 20 века сожжение на костре существовало в Японии, Китае и Египте. Современная эпоха, видимо, сочтя костер слишком уж устаревшим, несколько видоизменила процедуру сожжения. Китайский метод сожжения, официально использовавшийся вплоть до 1915 года, куда более быстрый и не менее изощренный, заключался в том, что осужденного заставляли выпить несколько литров горючей жидкости, нефти или другого топлива, после чего вводили через рот длинный фитиль прямо в желудок и зажигали его. Извергнув столб пламени, несчастно взрывался. Смертная казнь всегда была неотъемлемой частью развития любого государства. Вопрос в том, нужна ли она сейчас, в наше время. И ответить на него однозначно невозможно. Этот вопрос, на который нельзя сказать «да» или «нет» для всего мира. Его необходимо рассматривать отдельно для каждого государства, учитывая местные законы, традиции, обычаи и религию.